Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Просим всех до 18 декабря сделать эти три важные вещи, которые помогут вам открыться потоку изобилия, достатка и благополучия в своей жизни. Почему это нужно сделать именно до 18 декабря и о каких трех важных вещах мы хотим вам рассказать далее в этом видео. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья, будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Помните, декабрь – это волшебный месяц, и к концу декабря открываются врата Вселенной, поэтому обязательно воспользуйтесь этой возможностью. А прямо сейчас подпишитесь, пожалуйста, на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, у нас с вами до 18 декабря растущая Луна. Кроме того, мы с вами находимся в декабре. Это последний месяц перед Новым годом, когда мы с вами должны сделать определенные практики. Мы должны с вами подумать о том, что мы хотим иметь, делать уже в 2022 году. Почему еще до 18 декабря? Обращаем ваше внимание, что до 18 декабря у нас с вами растущая Луна. Обращаем также внимание, что полнолуние у нас с вами наступит 19 декабря в 7 часов 38 минут по московскому времени в знаке зодиака Близнецы. Также обращаем ваше внимание, что небесные силы нам закрыли коридор затмений, и у нас с вами наступает новый этап. И этот этап, дорога, это достаточно мощная, емкая, поэтому мы с вами в этот период должны обязательно формировать и закладывать свои намерения. Поэтому, если мы с вами правильно проработаем с пространством, проработаем с нашим мышлением, то мы с вами правильно вступаем в то эфирное квантовое поле, при этом создавая определенные вибрации, определенные команды для изменения своей жизни. А каждый из нас хочет в новом 2022 году жить совсем по-другому. Поэтому, что же нам нужно сделать? Во-первых, выберите от 3 до 5 вещей в своем доме, которые вам не нужны. Все что угодно. И обязательно эти вещи подарите. Вы можете выбросить, но тем самым вам нужно очистить пространство. Таким образом вы позволяете себе избавиться от всего ненужного. Вы освобождаете место для принятия что-то нового. Тряпочки, трусики, носки, игрушки, кружки, рамки от фотографий, какая-то старая расческа. Хорошо убрать эти вещи, которые вам не по душе, потому что полнолуние у нас достаточно будет сильное, оно будет достаточно интересное, магическое, волшебное, поэтому нам нужно с вами подготовиться. Кроме того, до 18 декабря у нас, да, с вами растущая Луна, но у нас и открываются определенные энергетические потоки и вибрации с космоса, которые мы с вами должны использовать. Поэтому, пожалуйста, до 18 декабря не пожалейте своего времени и подготовьтесь к этому времени. Далее, что нужно еще сделать до 18 декабря? Следующая важная вещь. Обязательно уделите внимание своему дому. Помойте полы в доме, в квартире солью. И обязательно после того, как вы сделаете уборочку, сами обязательно примите ванну или душ с солью. В этот момент очень важно, чтобы вы представляли, как ваше энергетическое поле очищается, что от вас все уходит дурное, ненужное, отжитое, которое вас тормозит. Это может быть что-то вас давит, чужое. Также представляйте в себе, что клубок дыма, например, собирается в определенный сгусток и покидает через дверь ваше
пространство, покидает вот тот негатив, который, возможно, у вас набрался за весь год, возможно, за какой-то другой период. Но главное это все убирать. Убирайте из своей жизни, своего дома. Также проведите это и на работе. Посмотрите свои на работе в шкафах, ящички, свои шкаф посмотрите, сделайте анализ. Возможно, есть бумаги, которые вам нужно перебрать на работе. Сделайте это. Разберитесь в отношениях. Если вас что-то не устраивает, также продумайте о том, что вы можете сделать. Хотя бы возьмите, пропишите себе, знаете, представляйте себе. Это очень важно. Далее, вы должны понимать, что вы должны вот то все, что вам не нужно, проецировать на вашу вот иную картинку. Это нормально. Главное, вы сами должны для себя понять, потому что кроме вас никто не знает, чего вы сами хотите. Если человек не знает, что вы хотите, то есть вы сами, если не знаете, то вот самый простой пример. Представьте себе, что вы решили заказать новую мебель на кухню. Вот именно заказать проект, чтобы вам сделали, мы имеем в виду мебель. Вот теперь представьте себе, вы приглашаете проектировщика в мебель и говорите, я хочу здесь мебель. Но когда вы такое говорите на ваше усмотрение, они на свое усмотрение и сделают. Но сделают, возможно, что вам будет неудобно, вам будет некомфортно, возможно, используют не те, например, механизмы, не тот материал и так далее, и так далее. Поэтому вы должны сами для себя, например, что касательно, например, кухни, чтобы вам было более понятно, вы должны сами спроектировать и понять для себя, какие у вас должны быть шкафчики, где у вас будет посуда, где у вас будут кастрюли, где у вас будут полотенца, например, где у вас будет газовая плита, холодильник и так далее. Вот так и в жизни. Если вы сами не понимаете, что вы хотите сделать, то, к сожалению, вы придете в тупик. А это нам с вами не нужно. Поэтому, пожалуйста, до 18 декабря время еще есть несколько дней, когда вы должны сами взять листок бумаги, купите себе самый красивый блокнот и начните это записывать, начните это делать. Пожалуйста, это очень такая сильная практика, через которую вы можете для себя, знаете, вот вытащить вот того настоящего человека, который желает что-либо изменить в своей жизни. Также последняя, третья вещь, которую нужно сделать до 18 декабря, вам нужно для себя продумать, написать денежно-программирующие слова. Конечно, мы далее предложим свои слова, но вы можете воспользоваться и совсем другими словами. И, например, потому что, например, это вам не подходит, и это, например, наше видение, да. Но вы сами знаете, какие, например, вам нужно усилить аспекты вашей жизни. И, пожалуйста, эти слова нужно читать на ночь не менее 3 дней. Вы можете делать это, например, с перерывами, но именно нужно это сделать до 18 декабря. Это очень важное время. Пожалуйста, сейчас декабрь, сейчас происходит очень много интересных событий, происходят определенные вибрации на планете Земля. Кроме того, очень космос с нами сейчас, планетой Земля, очень сильно взаимодействуются. Открываются определенные порталы. И поэтому все наши желания, все наши мысли могут реализоваться. Да, не буквально за пару минут, нет. Но если мы с вами захотим, пожелаем, и это будет с любовью сказано и, возможно, написано, то мы сможем с вами изменить. А, друзья, слова следующие. Я денежный магнит. Я достойна положительного денежного потока. Благополучие поступает ко мне свободно. Я привлекаю удачу. Я позитивно отношусь к деньгам и умею ими управлять. Разные вспомогательные ресурсы приносят добро и радость в мою жизнь. Я принимаю изобилие на моем пути. Я разрешаю себе процветать и развиваться. Я живу интересной и полноценной жизнью. Передо мной открыты дороги к счастью, и я делаю шаг навстречу ему. Это мы предлагаем вам вариант, друзья, но вы можете что-то изменить, дополнить. Вы уже видите примеры, вы понимаете, какие слова, какие вибрации вам нужно использовать для себя. И, пожалуйста, научитесь сдвигать
рамки. Позвольте Вселенной одаривать вас материальными и нематериальными благами. Открывайте, пожалуйста, свои двери и принимайте изменения. Почему-то многие люди боятся изменений. Они готовы мечтать, что они хотят заработать миллион. Но когда это касается уже действий, почему-то люди готовы закрыть дверь, при этом закрыть на амбарный ключ, и чтобы, не дай бог, никто не постучался и не зашел в эту дверь. Поэтому, пожалуйста, не нужно так делать. Вы должны открыться потоку Вселенной, открыться этим вибрациям изобилия, достатка, благополучия. Они с вами, но только вы закрыты. Знаете, вы как в скорлупе почему-то. Не нужно так жить. Открывайтесь. Иногда бывает тяжело, но, знаете, это тяжело не потому, что вот так вот, а вы должны пройти какие-то уроки для себя, экзамены. Потому что, чтобы пройти, получить что-то новое в своей жизни, вы должны обучиться, чтобы вы получили определенные навыки, знания. Поэтому не бойтесь их. Обращаем простой пример. Человек, который хочет стать, например, директором предприятия или исполнительным директором. Он сразу никогда не станет, потому что он идет определенный этап, он развивается. Сначала он должен изучить, например, производство. После этого он должен понять организационные вопросы все. Еще определенный процент. Должен научиться взаимодействовать с людьми правильно, с государственными организациями, с партнерами, с инвесторами. И только после этого, когда он видит общую картинку и он понимает, как это делать, он может стать исполнительным директором, и он может чувствовать себя как действительно менеджер, как управляющий этого предприятия. Также и в нашей жизни. Мы хотим устроиться на высокооплачиваемую работу. Но приходя к работодателю и говоря, я хочу быть на этой должности, и если вы ничего не можете предложить в своей жизни, то есть у вас нет навыков, нет знаний, то, к сожалению, допустим, вы только институт закончили, то вы ничего не можете дать. Поэтому иногда нужно уступить, нужно подумать, возможно, нужно пройти еще какое-то обучение. Есть благо интернет, открыт для всех, только мы почему-то его используем для социальных сетей, а не для того, чтобы обучаться и изучать получать те или иные знания. Поэтому, пожалуйста, также нужно, чтобы в ваших мыслях была возможность двигаться к улучшению. Но главное, чтобы вы не застревали и не сожалели о том, что в вашей жизни была та или иная ситуация. Но была. Главное, чтобы вы сделали уроки, чтобы она больше не повторялась.